Вот и доброе утро. 8:18. Ну, нормально, можно вставать. Я уже чувствую, что солнышко светит. Скорее всего, прекрасная погодка. Так. Ох ты ж. Ну, наконец-то. Не облачко. Ну, ночка холодная была. По интернету показывала 3 градуса. Ну, где-то вот реально так было прямо холодно. Ветра практически нету. Ветра нету. Это такая редкость для таких мест. Это то, что утро сейчас. Вчера ветер прямо оттуда дул. Возможно, он просто сменился и сейчас дует оттуда. Обычно я так телефон не заряжаю. Так как пауэрбанк сел даже. Ну, камеру только зарядил. На телефон не хватило. Решил сразу же телефон попробовать так зарядить. Было 25%. Вот и посмотрим, за сколько зарядит. Ну, потому что солнце-то вон стабильно светит. То есть ток будет стабильно идти на телефон. И как бы я думаю, как из розетки. Она заряжает как из розетки, когда хорошее солнце. Да, вот прямо сегодня так классно выспался на траве вообще. Просто шикарно. Сегодня будем завтракать кониной. Гречкой и чаечек с печенюшками. Приятного аппетита. У нас начинается день с завтрака. И едем дальше. А тут гости пришли. И чё, как вы тут? Тут отбойник, как вы там перейдете туда? Вот смотри-ка, перелазят. Одна перелезла. Ну да. Ну, он мотоциклист им что-то условно какой-то сигнал дал. И они все туда пошли. Да, конина у них бесподобная. Ну прямо очень вкусно. Она такая островатая, что ли. Ну с собой бы я, наверное, чисто на дорогу взял. Домой я бы такую конину не повез. Она, да, какая-то специфическая, островатая. Ну не как кублей. Вот кублей реально вот такая штука. Ну это тоже вкусно. Это примерно на одном уровне. Но мне кублей почему-то больше нравится. На чаек у меня Орео печенюшки. Хочу посмотреть, насколько телефон уже зарядился. Ну что, вот минут 40 прошло, наверное. Может 50. Так. Ну, уже 74%. Нормально, что, пойдет. Вон тут лампочка горит, индикатор. Тут еще один USB вход есть. Можно даже одновременно 2 гаджета заряжать. Но я пользуюсь пока одним. Мало ли сломается один разъем, будет запасной. Ну, чай допиваю, да и собираюсь, и поехали дальше. Такой паучок залез сюда. Эй, паук, ты че? Тихо, иди на руку. Это стеснительный он. Такой большой, где ты тут паутину-то плетешь? Еще какой-то жук залез. Все, давайте идите отсюда. Вот он. Оп. Вот дядька подъехал, постоял, посмотрел на меня, как я собираюсь. Так, языком жеста пообщались. Он говорит, вот это мои коровы, козы, барашки туда не убежали. Я говорю, да, я видел.
10 часов 8 минут. Да пойдет. 30 градусов. Вот это я понимаю выезжать, когда тепло, хорошо. Ну все, поехали. Все забрал, ничего не оставил. Отличное место, ничего не скажешь. На траве это не на земле лежать. Да, вот такая Монголия мне нравится. Когда с утра солнышко, ветер не особо лютый. Уже где-то градусов 20, наверное, температуры, но на солнце все 30. А такое это по мне, да. А не как вчера, блин. Ну, вчера тоже неплохо начиналось. Солнышко было, а потом эти тучи пошли. Ну ничего, зато это воспоминания. Вот реально, вот такие лайтовые дни, когда ничего не происходит, все хорошо, погода хорошая, и ты не запоминаешь. А вот когда вот такие сложности, переменчивая погода, вот это все в памяти остается, да. И потом зато будет что вспомнить. А вот этот день сегодняшний хороший, я, может, уже и забуду, как он пройдет. Ну, на видео-то, конечно, останется, потом вспомнить можно будет. Но вот тот вчерашний день, да, не забуду. Как я сотку прокрутил на одной тушенке с гречкой. Ну вообще же не останавливался, ничего не ел. Вот была цель доехать до города и там покушать. И так и сделал. Вообще здорово. Ну, таких дней, конечно, хотелось бы поменьше в путешествии. Но без них тоже никуда. Это да. Вот тут, походу, заправку строят. Или она когда-то была. Сейчас юрту поставили. Цайны газар. Это да, цайны это чай, скорее всего. Кстати, телефон зарядился на 96% с 25 вроде бы. Ну, в принципе, неплохо, что пока я собирался. Просто когда я собираюсь, я обычно телефон с утра заряжаю через Powerbank. Powerbank, ну, быструю зарядку имеет. То есть телефон махом заряжается. И как бы выезжаю, потом уже дозаряжаю на этой панельке. Но сейчас у меня солнечная панель заряжает полностью опустевший Powerbank. Да, он, мне кажется, после обеда уже зарядит. Солнце мощное. И сегодня вроде как особо без туч обещают. У меня же еще спрайт лежит со вчерашнего дня, не открытый, он холодный. Прямо с утра я его смотрел, ну довольно-таки холодный. Сейчас до куда-нибудь доеду, обязательно его открою, попью. Вот такие байкеры, там полицейский пост, гаишник, документы проверяют, они без каски ездят. Но вот этот дядька, который, ну, уже довольно пожилой такой, пастух, он в каске был, да. Видимо, жизнью наученный. Даже своих барашек и козок в каске гоняет, да. А молодые без каски ездят. И, кстати, я заметил, многие вот в городах, когда я был в Ховде, что ли, где-то там люди просто в строительных касках ездят. Это так довольно забавно выглядит. Ну, обычная такая цеховая, заводская каска, такая желтая, вот в таких ездят. Да, это, конечно, выглядело как-то необычно. Ну, типа же не докопаешься в каске, все дела там. Не обязательно же мотошлем. Но, видимо, они так решают, что и так пойдет. Улзит, наверное, правильно. Вот этот городок. Он совсем небольшой. Такая арочка туда прямо к нему ведет. С подсветкой. Вот центральное здание. Ну и все, и вот дома вокруг, и все. Это типа как у нас в Первоуральске, наверное, пригород, типа Талица, Магнитка. Вот от Баян, Ход, Гова, Года, да. Короче, я уже забыл название. Ну, короче, с того города. Вот это такой пригород. Вспомнил, надо же мусор выкинуть.
Короче, возвращаюсь. Потому что я не знаю, не смотрел там, ну, через 50 километров точно сейчас ничего не будет. Че, 50 километров этот мусор повезу, что ли? А ну хоть вспомнил, недалеко отъехал. Ну все, прощай, долина. Привет, горы. Заезжаем в горы. Такая сегодня, наверное, местность горная будет. Ну, как почти и вчера тоже. Много гор было. Такие холмы. Такой затяжной подъемчик. Ну и что, почти доехал. Вон вышка стоит. Значит, будет интернет хороший. Ну, такой. 4-5% идет. Может, уж метров на 150 поднялся. Сейчас хочу до верха доехать. Открыть спрайт холодный. Попить, в интернет выйти. Посмотреть, чего и как. А то, где я вот ночевал там, возле дороги, ну, такой интернет почти не было. Фух, ну, вроде забрался такой продолжительный тягун. Ну, вот вчера я ехал, когда в этот город-то. Вот он с горы-то виднелся практически весь. А сегодня опять на столько же метров поднимаемся, наверное. То есть город-то находится в низине, где река. На вершине горы съезд. Кемпинг, все дела. Ну да, чтобы машинам отдохнуть после этой горы. Кто-то груженый там едет. Жара-то тут бывает, наверное, хорошая. Это мне просто с жарой не везет. Ну, поехали. Небольшой спуск и опять тягунчик. Сейчас посмотрел, до Улан-Батора отсюда 620 километров осталось. Ну и через 50 километров где-то будет еще один городок небольшой. И через 188 уже будет большой городок. Решил еще раз остановиться, еще посмотреть, чего я сколько проехал. Я проехал от своего города до сюда, вот до этого места, 3800 километров. Ну, я округляю, там не совсем 3800. А по Монголии я всего проехал 1200. Вот такие, в общем, цифры. Ну, что скажу я про Монголию? Это нифига не степь. Тут степь, ну, в принципе, вообще мало ее было, вот пока я вот 1200 ехал. Степи почти не было, вот. Такая дорога в основном. Степная горная дорога. Бывает степи. И слева-справа горы. Далеко, близко. Вот она вся Монголия. Как там пишут, Монголия великая степь. Это, наверное, еще надо на юг, где пустыня начинается. Гоби, что ли она называется правильно. Вот там, да, может быть степь, а здесь степь. Степь это не степь, это горная степь какая-то. Вот так вот. Вот по Казахстану, когда я ездил, да, там вообще степь, там горизонта не видно. Вот там была степь, да. А здесь, ну, это все, видимо, еще Алтайские горы до сих пор. Ну вот, плюс-минус, вот Монголия вся такая, где я еду. Я почти практически еду по центральной Монголии, по южному маршруту. А если северный маршрут там есть, так там, наверное, еще больше горы. Вот такая вот, да. Ну ничего, мне нравится. Интересно все равно. Необычно для меня. Зато клещей нету, комаров нету, вот хорошо. Такая вот дорога. То вверх, то вниз. По этим горам. Кстати, вот я заметил, ну, сейчас только обратил внимание,
мысля такая дошла, почему столбики слева стоят. А у нас, когда я ехал, ну, с запада на восток, справа стояли. Но тут одна только идея. В общем, когда я ехал по России, они стояли справа, потому что я ехал от столицы на восток. А столица же там, на востоке. Здесь они наоборот стоят. Значит, со столицы на запад. И вот по левую сторону стоят. Скорее всего так, из-за этого. Хочу вам показать великолепную панорамку. Ехал я оттуда. Это просто красота. Сейчас откроется такая панорама. Ох-ох-ох. Классно. Я залез вот прямо вот так вот. Недолго думая, напрямик. Слазить будет, наверное, проблематично. Либо вот так вот обойду. Но реально, мне так прикольно. А если на ту гору залезть? Отсюда еще лучший видок открылся. Блин, прикольно, ничего не скажешь. Вообще круто. Где-то там пустыня Гоби в тех краях. Здорово. Ну вот тут раньше вот такая напрямик была, дорогу просто срезали вот. Видно вот как она по природе была раньше. Да, здорово, здорово. Ничего не скажешь. Машинки такие малюсенькие. Ну вот так вот всю дорогу вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И он туда также дальше. Там праздник, что ли, какой-то идет. Палатки, юрты. Все нарядно, украшено. Я вот вчера договорил про этот праздник. Ну, монголи, которые отмечают. Он называется День Будды. Это государственный праздник. Он был 11 июня. То есть он уже прошел. Это, возможно, какой-то очередной праздник. Вот многие машины туда заворачивают. И там слышно микрофон, громкоговоритель, что-то говорят. Можно будет ради интереса загуглить. Может, действительно какой-то праздник. Я уж думал,
Вот издалека я с горки ехал, видел вот этот участок. Я думал, неужели грунтовка началась? Нет, это просто такой асфальт. Такого цвета грунтовки. Ну что, я думаю, надо передохнуть, наверное, перед горочкой. Мне больше вот нравится заехать на гору и тогда отдыхать, а не перед горой. Ну да, здесь такой кусочек асфальта, потом обратно серый идет. Ну ладно, здесь и отдохнем тогда. А здесь вон какая легковая машина нарисована. Ну уже такая больше современная. В основном-то у них нарисованы вот, ну типа как это, не знаю, классический знак такой, машина такая старенькая типа. А здесь обтекаемые формы, все дела. Обычно такая квадратная машина нарисована и все. Лошадки смотрят, что это такое приехало здесь. — 23 километра до небольшого этого городка. Но все равно заедем, что-нибудь купим обязательно. Такой цвет асфальта мне как-то больше нравится, да. Как-то больше как в пустыне, что ли, находишься якобы. Если что, даже ямы лучше видно, по сути. А то на этом синем асфальте ямы так себе видно. Там уж большую-то, конечно, яму видно будет. А здесь, в принципе, получше все это видно. Сейчас, ну, вот, на открытое пространство вот выехал, ветер дует. Блин, холодно. Ну что, градусов 20, наверное, в тени. 27 показывает, но это на солнышке нагрелся. Тогда, когда этот будет горячий, знойный воздух, ветер. Это реально вот как тень, ветер, все холодно. 23 градуса где-то сейчас примерно. Да, флиску я не буду одевать. Если одеть термуху, в гору попрешь, жара будет, весь потеешь. С горы едешь, холодно. Вот эта неопределенность, блин, с погодой. То жарко, то холодно. Вот как юрта выглядит изнутри. Вот такой каркас идет. Потом он белой тканью обшивается, значит. Еще думаю, как так их не сносит ветром? Видимо, это все продумано как надо. Привет, рогатые! Испугалась, убежала. Че, долину проезжаем, а опять горы впереди.
Вот так и едем. Долина, горы, долина, горы. Ну ладно, хоть дорога не прямо в гору, а чисто вот так по краю горы, наверх, наверх. А туда бывает прямо через гору. Ехать надо. И едешь, упираешься. Слева горы, справа почти как степь. Но там тоже будут горы, просто не видно. Дорога вся на заплатках. Но это лучше, чем в дырах. Вот дыра, например. Оп. Такую заедешь без колеса, останешься, как и в эту. Ну, на велике, конечно, если только. Нехилый такой видок. Да. Сейчас уж с минуты на минуту должен город, наверное, показаться. Сколько уж до него осталось-то? А, здесь-то не показывает. Ну что ты пикаешь? Что я сделаю? Я и так еду по краю. О, сзади фура едет. Что я сделаю? Я еду вот по краю. Может, он меня просто предупредил, то, что сзади едет. И все. А может, они просто не привыкли, то, что можно, ну, как бы одной рукой держаться, ехать на таком транспорте, как велосипед. Вот он и боится обгонять меня. Ну да, если опыта мало, вот так вот ехать, то лучше так не ехать. О, дорога меняется. Да, виды шикарные, ничего не скажешь. Балдеж просто. А эта дорога не поменялась, это одна большая заплатка, вот что. Вон оно что. Можно сказать, от фуры не отстаю. 42 еду, 41. Но это с камеры. Без камеры еще бы быстрее бы ехал. Сопротивление ветра и все дела. Восклицательный знак. Ну, типа прочая опасность. А вот и до городка доехали. Вот буквально спустились с этой горы, и вот городок. Небольшая речушка была по дороге. Но я уж не стал снимать. Там, потому что мост проезжали, а мост это тоже такое проезжать. Ой, что-то я разгоняюсь, надо притормаживать. Ладно,
Ищем магаз, в общем, наша задача. Ну вот дорога идет. И как бы вот, мне кажется, сейчас магаз прямо здесь и будет где-то. Вот это мне нравится, да. Даже поесть можно зайти. Да, я сегодня хочу консерву поесть где-нибудь там потом. Нужен магаз. Ну, где-то машина стоит, наверное. А вот магаз. А нет, газара, это чайная. А, вот магаз, где мотик стоит. Справа магаз, слева магаз. Мустанг 5. Вот у них прямо какая посадка, ну я имею в виду боковая подножка, вот как делается, что так низко наклоняется. Вот это что ли, попробовать китайскую лапшу? Что это такое вообще? Сегодня на вечерок. Взял влажные салфетки и хлеб. У хлеб хотя бы более-менее еще нормальный. Попробуем, что это, что такое. Что-то на все про все. Сколько? 17 что ли насчитал? 17 500 ли? Так вот и переливаем. Ну вот, полная бутылочка. Бутылка уже грязная, ну это только бутылка грязная. Вода-то чистая в ней. Но не удержался, еще решил вон зайти в этот магазин. Кстати, там влажные салфетки нормальные были, а не вот эта пачка квадратная. Ну, в общем, едем дальше. Не, реально вообще вот очень удобно вот так вот. Прямо рядом с дорогой. Надо ездить в этот город, искать где-то что-то там. А это, наверное, та же речка, где Баян-Хангол, городок. Такая же бурная, грязная. Последний взгляд на деревушку. Сейчас она скроется. И впереди новые виды. О, мост походу. Речушка, наверное. Ну, сейчас-то, конечно, нет ничего. Мы реку уже проезжали, где текло что-то. Вот, абсолютно сухое русло. Некогда бывшие речушки. Ну, по весне-то, конечно, тут течет. Бурный поток. Ночевать хорошо под этим мостом было бы. Ну что, километража еще мало. Наверное, даже 70 нету. Вот такая штуковина. Незаметная. А вот эти скалы напоминают чем-то даже Чуйский тракт, где мы проезжали. Там тоже слева, справа такие отвесные горы были. О, китайская машина. Пикапчик. У нас таких полно ездит. А тут я еще его первый раз увидел. Тут что-то весь отбойник весь кривой. Досталось ему здесь, по ходу дела, на повороте-то. Или просто он. Что-то у меня такое чувство, что они здесь какие-то потоньше, что ли. Металл какой-то такой. Мне кажется, наши потолще будут. Ну да, реально. Как Чуйский тракт.
Один в один. Вот только мы в Монголии. Пермь, Гена, 1978. Ура, Боря. Харьков, он, Галя, 72. Ну, вот это наши, да. Здесь побывали. Я не видел, чтобы монголы что-то рисовали на скалах. Это у нас принято нарисовать свое имя. Да. Ну нифига себе, 70, там какой год. Краска до сих пор сохранилась. Вот это да. Ну вот, тоже надписи. Елена, Елань, Быков. А нет, тоже есть это. Монгольские надписи тоже есть. Ну, это повсеместно, конечно. Нарисовать свое имя. Будь ты хоть кто. Хоть какой нации. Есть такая фигня у людей. Увековечить свое имя на скале какой-нибудь. Вон даже моргалка стоит. С видеокамерой. Ну, это, конечно, муляж все. Да. И, скорее всего, она даже не работает. А чё она тут будет работать? Ни панели солнечной, ничего. Ну, может, была солнечная панель когда-то. Была да ушла. Вот и все. Ну, вроде все. Проехали этот горный массив. Ну, прямо с удовольствием так прокатился. Не спеша, крутя педали. Ну, сейчас, наверное, опять начнется такой же вверх-вниз, вверх-вниз. И вот такие горочки. А холмы-то тут более зеленые такие. Козочкам да барашкам тут самое то. Ох, водили не повезло. Походу это. Че еще и загорелось даже. Обалдеть. Да, беда. Ладно, хоть успел потушить. Вон баллон стоит. Может, колесо заклинило, он просто не заметил. На фуры же и ставят эти бутылки, чтобы видно, крутится, не крутится колесо. А видать, заклинило что-то и загорелось. Да, сейчас вот эти ошметки лежат везде от колеса. Проволочки маленькие. Ну что, у фуры... Фура дура, она прет. Она и не почувствует, что одно колесо заклинило. Там только слушать надо или смотреть. Да, что-то аж реально как-то этого мужичка жалко. Ну ладно, что, машина главное целая, прицеп что? Фигня. Прицеп можно и новый купить. Да и этот отремонтировать, скорее всего. Сейчас, может, он колесо поменяет. Может, там ось загнула или что у него. И, в общем, не знаю. Ну, вот такие ситуации бывают. Что, это жизнь, это дорога. Вот он, скорее всего, не заметил, что у него заклинило колесо. Оно терло. И когда взорвалось, тогда он только увидел. И, видимо, тогда и огонь уже полыхал во всем. Когда он остановился, начал тушить все это дело. Ну, я предполагаю, что дело было так. Вот и название дороги. 0302. Ну, значит, следующее будет 0301. Потом просто 0300. Это уж, наверное, возле столицы, возле Улан-Батора. Хотя до Улан-Батора вроде еще будут большие города. Вот как Алтай, Хофт. Ну, вот будет один, как бы, через километров 100 с лишним. До него до завтра доедем. Вот табличка, кстати, сейчас посмотрим.
Так, ну вот мы 88 от города от того отъехали. 120 осталось. Ну, еще, может, 40 проеду где-нибудь за сегодня. И как раз после обеда также заедем. Неожиданный съезд. Ну, здесь и остановиться можно. Баночку кильки приговорить. Как бы есть особо неохота, но я понимаю, что надо. Ну что, приятного аппетита. Кильку съем вообще без ничего, просто так, да и все. Что-то хлеб доставать неохота стало. И такая килька. Что-то как-то сверху будто бы икра, что ли. Килька не разделанная в томатном соусе. А потом наконец-то попробуем, что это такое. А то уже сколько везу, так и не попробовал. Ну что, время посмотреть, что это вообще такое. Тут понятно, мне кажется, это что-то сладкое. Арахис. Да, обычно арахис. Ну, это сладкий арахис. С медом. Заехали на открытую местность. И сразу привет, ветер. Сотка и 108. Впереди виднеется такой выраженный горный хребет. Слева направо. Интересно, мы его где будем объезжать? По какую сторону? Или справа? Или слева? А я еще где-нибудь посередине. Ну, посередине-то, конечно, навряд ли. Ну, дорога уходит как бы налево. Так что, скорее всего, будем его слева объезжать. Этот хребет. Ну, тут в Монголии дорога непредсказуемая. Она петляет влево-вправо постоянно. А так он, да, такой большой. Такой в дымке. Ну, далеко он. Вот километров 40 до него, 30. Ну вот, дорога налево ушла. Хочу вместе с вами увидеть эту панораму, что сейчас откроется. Ну, а слева горы. Грузовик прет. Ну ничего, так. Сейчас походу спуск будет нехилый такой. Это хорошо. Но перед спуском можно и отдохнуть. Вот здесь как раз. Да. Что я еду, я уже не знаю. Час, наверное, еду без остановки. Может, меньше. Сколько проехал-то? Ничего себе, 92 уже. А так реально. После обеда бывает, так покушаешь что-нибудь, отдохнешь, едешь, вообще не замечаешь, как время пролетает. Смотришь, уже час едешь без остановки. Когда смотришь километраж, ого. Че, 92 километра осталось. До моей нормы-то фигня. Но я хочу 120 сегодня сделать примерно где-нибудь. Солнышко-то еще высоко. А если сейчас спуск будет, можно и 150 сделать, если затяжной, конечно. Но на вид, кажется, да, затяжной будет. Глянул карту, через 31 километр будет мост. И там речка. Как бы, как вариант, можно и до туда доехать. Это будет уже больше 120 километров, конечно. Ну, в общем, посмотрим. Если что, приоритетная цель. Речка и мост. Вот эти горы прямо так красиво подсвечивает солнышко. Че, помчали? Ну, это может быть, конечно, иллюзия, что сейчас все вниз. Сейчас вниз спустимся, и вот справа начнется опять горка.
На перегонки с лошадками. Сейчас они куда-то не туда поехали. Вот и монгольские габариты пошли. Да, отлично. Вот так мне нравится. 15 километров вот так по щелчку спустился. Ну, там дальше уже вроде как это... Чуть-чуть наверх идет дорога, да. Ты что, уголь, что ли? Ну да. Как его, каменный уголь. Шавартын. О, утки даже есть. Так, какая. Зато чистая речушка вообще. Пес бежал сюда. И на таком расстоянии остановился смотреть. Что я такое? Но здесь умные псы, не гоняются, не гавкают, не лают так просто. Вон он за этим стадом следит. Вот такая долина. Только включишь камеру, и обязательно начинают машины ехать. Вот реально, минут 5 никого не было. Ну, это вот такой закон бывает, да. Ну, в общем, вот такая долина, я хотел сказать. Красота. Но вот сзади еще едет кое-как. Я хочу заднюю панорамку посмотреть, что там такое. Все, наконец-то никого. Вот такая, в общем, долина. Красота. Что-то накопали. Холмы такие. Улан-Батор. Ага. Россия. А, не, я на этом. Thank you. Ага. Ага, бай-бай. Ну вот, еще раз предложили подвезти. Ну ладно, я уж что, я остановился тут посмотреть, сколько до этого моста осталось. 7 километров. И это хотел показать. Вон хребет, да вон он, который я ехал, видел. В общем, получается, мы когда ехали, он был как-то по-другому, что ли. Если вот так вот смотреть, он вот так был. То есть мы, получается, оттуда ехали вот так. Хребет оставили позади. Едем прямо на ветер. Ветер ровно в лицо. А ничего, эти 7 километров доедем как-нибудь.
Вообще видок потрясный такой. Вечернее солнышко. Классно, круто. Буддист совершает молитву, медитирует. Ну чё, остался километр. И где река? Что-то вообще не похоже. Что-то я задолбался на этот тягун залазить против ветра. Что-то долго-долго как-то получилось. Ну вот где-то там как бы типа река должна быть. Опять меня Maps.me что ли обдурил. Ну хотя бы если мост будет, то тоже неплохо. Я увидел, там вышка есть сотовой связи. Я сейчас Google картами до туда дойду, посмотрю, что там. Если что, там просто как, не знаю, проход и труба лежит, то я где-нибудь лучше здесь остановлюсь. Вот тут отвалы такие. Ладно, там интернет должен быть. Сейчас посмотрим наперед. А то просто я уже, ну вот отсюда я не вижу, где там останавливаться. Все такое ровное. Ну хотя не, нормально вроде. Я думаю, можно будет где-нибудь заночевать. Хайрхан-Дулан. На 3 километра налево туда он. Что сегодня по соседству с буренками спать что ли будем? Ну вот он и мост. Вот здесь можно поставить палаточку с какашками. О, привет. Че, реально, блин, вот я головой достаю до моста. Ну что, как вариант, можно здесь поставить палатку, да и все. Вода, кстати, не такая холодная. Так, значит, проехали 122,91. Почти 123. Так, а температура 17 градусов. Ну, тут потому что на солнышке ветра нету. Ну, опять километр набрал. Почти километр 100. Все, палатку поставил. Место, в принципе, хорошее. Там есть такое местечко, где глубоко. Если что, там можно и постираться, если, конечно, надумаю. Если было бы глубже, конечно, вообще можно было бы даже и искупаться. Местный 8:46. И все, солнце уже за горой спряталось. Да, видок, конечно, прикольный. Я все тут это лапшучку готовлю. Все уже тут подготовил. Попробуем от этого чудо лапшу китайскую. Там была красная. Она, наверное, острющая. Они же ненормальные по этой остроте. Там просто, наверное, мега острая. Все, это все на китайском. Последние вот эти километров 7 тягуна вот такого, еще и против ветра, что-то меня вообще вымотали под конец. Так-то вроде было все нормально. Что-то вот, да, вот под конец вымотало как-то. Что там, ехал 8-10 километров в час, все в гору, это тягун. Кстати, завтра тоже обещают хорошую погоду. Наконец-то 25 градусов хотя бы будет. Но вот сейчас посмотрел температуру, сегодня 19 градусов было, оказывается. Ну, на солнце и до 27 доходило, но ветер холодный, блин. Я хочу, чтобы знойный такой ветер был. Чтобы ехать и не париться из-за холода этого.
О, эта птичка поет. Тик-тик-тик-тик-тик. Чего она так высоко взлетела? Обычно они недалеко взлетают и садятся сразу. А тут просто улетела высоко. Посмотрим, что у нас тут состав. Это понятно. Так, это специи, это какой-то жир, что ли. Блин, интересно. Так, ладно, уже вон вода закипает. Фонарик он примастырил. Но уже темновато стало. Камера может ничего не видеть. О. Так. Ладно, я все ингредиенты, которые есть тут, все отправлю. Потому что обычно эти сухие овощи я не ложу. Так, ну ладно, хоть это не красное. Красное было бы, значит, острое. Вот это, наверное, это как жир, что ли, масло. Ну ладно, пофиг, тут он как бы это, вода есть, если что, постирать, котелок, сполоснуть можно будет. Тоже туда же. Пробуем, что это за китайская штуковина. Ее, наверное, тоже варить надо. Недолго. Вот такая штука получилась. Да, завтра надо будет газовый баллон покупать, уже заканчивается. Кстати, пахнет неплохо. Аромат такой нормальный у нее. Ну все, пускай настаивается. Прямо не в терпении попробовать что-то такое. Попробуем, что это такое. Получился такой наваристый бульон. Так, ну-ка бульон попробуем. Ну, так, саму лапшу. О. Ну, что я скажу? Это явно вкуснее доширака в разы. Блин, я не знаю, как это объяснить, но вкусная, реально. Очень вкусная лапша. Чего я раньше не брал? Чем-то напоминает, как домашний суп, что ли. Ну да, там просто жир, вот этот, типа, специи всякие. Что получается, там 3 пакетика целых получилось. Ну ничего, вкусно. Ну сейчас я с хлебом это как следует наверну. Ну что, в общем, все, наверное, на этом. Вот такой закат. Красота вообще потрясающая. Там тучи тоже такие ходят. Ну, нам уже это дождь не страшно. Да сегодня не будет дождя. Это такая какая-то туча непонятная. Ну, пока не забыл, такой случай сегодня был. На заправку приезжаю мусор выкидывать. И это... Мотик приехал. И что-то он там говорит. Ноль эмоций. Там уже ругается чуть ли не матом, наверное, по-монголски. Все, там девушка такая выскочила на него. Ва-ва-ва, типа, что орешь, видишь, тут надо этот генератор включать. Пошла генератор, включила.
Потом еще ему что-то там покричал, он на нее, и вот так, вот таким методом, ну, я думаю, они, конечно, он заправился, конечно, это я уже не знаю, я уехал к этому времени. Ну, вот этот Петролис, или как его заправка. Так что вот, работает от генератора. Ой, я стою полностью. Головой мост держу. Вот такой забавный случай был. Да не так смешно, это друг на друга что-то там. Я, конечно, ничего не понял. Но он, наверное, типа, давай быстрее, там, что там, не шевелишься. Давай бензин наливай. Ну, что, в общем, все, наверное, на этом. Денек отличный. Завтра еще хоть теплее будет, 25 градусов наконец-то. Да, горы классные, ничего не скажешь. Ну, что, в общем, все. Пока, до завтра. А я пойду доширак китайский, самый настоящий, кушать.